Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Почему ГТС Украины еще функционирует? По сути, основная часть газоснабжения Украины зависит от одной магистрали, но она до сих пор цела. Откуда и как Украина планирует поставлять газ и насколько правдивое предположение об американском СПГ? Возможности закупать СПГ у Украины напрямую отсутствуют. Я напомню, что у Украины была идея построить СПГ-терминал в Одессе, ну, в районе Одессы. Сама эта идея обсуждалась еще в нулевые годы. Тогда рассказывалось о том, что, ребята, лет через 7 мы уже станем независимыми от поставок из России. 20 миллиардов кубических метров сможем импортировать за счет этого СПГ-терминала. Идите к нам, давайте денег. Дорогой Евросоюз, проспонсируй. Евросоюз спонсировать отказался. Тогда стали искать неких альтернативных инвесторов, стали искать партнеров в Европейском Союзе из числа коммерческих компаний. Коммерческие компании вроде как проявили интерес, были подписаны еще при Януковиче бумаги, которые позволяли, ну, в рамках которых предполагалось потратить чуть более 1 миллиарда, ну как чуть, 1,1 миллиарда долларов на строительство СПГ-терминала в районе Одессы. Но если бумаги подписали, сумму определили, то где же терминал? Терминал отсутствует, а бумаги подписали с лыжным инструктором. Вот. Это была веселая история, к сожалению, на фоне всего остального, что происходило после этого, она немножко забылась, но я буду ее периодически напоминать. Очень громко, пафосно, с приглашением первых лиц государства было подписано соглашение на строительство СПГ-терминала с представителем испанской компании. Вот, с главой фактически этой испанской компании, который оказался на самом деле лыжным инструктором, а люди не смогли сопоставить фотографию главы компании, которая выложена на сайте, и лицо человека, который стоял перед ними, и понять, что он немножечко моложе, чуть более худой и вообще совершенно на того не похож. То есть даже документов у человека не спросили. Вот. Потом выяснилось, что это какой-то лыжный инструктор. Ну да ладно. Вот. Власти, которые образовались на Украине после Януковича, тоже говорили о том, что да-да, СПГ-терминал это здорово и замечательно, но СПГ-терминала, в общем, как я уже сказал, нету. Строительство его даже не предполагается в ближайшее время, хотя, я думаю, если спросить любого, любого представителя украинской власти, думаете ли вы об СПГ-терминале, они наверняка скажут, да-да, думаем каждый день по несколько раз. Вот, но шансы, что он будет построен, близки к нулю. Дело даже не в возможности построить этот терминал, а в отсутствии возможности провозить через проливы СПГ. Ну, как таковой. То есть это просто запрещено на данный момент, и необходимо для начала провести переговоры с Турцией. Таковые переговоры пока не ведутся. Ну и да ладно, как бы это же не мешает периодически вспоминать об импорте СПГ. Соответственно, речь идет о том, что ДТЭК, ну, как представитель крупной, ну, как, в общем, крупная энергетическая компания украинская, ведет переговоры с поставщиками СПГ для того, чтобы этот СПГ куда-то привезли в Европе, и потом в счет этого СПГ какой-то газ пересек границу России и Украины. Пересек границу Украины и какой-то из стран Европейского Союза. Это может быть, например, Польша. То есть чисто теоретически Польша, компания Орлен, может импортировать СПГ из Соединенных Штатов, поставить какой-то объем, не факт, что достаточный, какой-то объем на границе, ну, через границу, потому что прямого, ну, не предполагается, что напрямую вот этот СПГ регасифицированный будет поставляться. Есть своповые операции, которые позволяют, в общем-то, провести поставку не в физическом виде, а в юридическом. То есть газ как бы поставляется, и мы договорились считать, что это тот самый СПГ, который прибыл на такой-то терминал, но на самом деле это газ, который взялся откуда-то еще. Вот. То есть в данном случае речь про СПГ, это скорее красиво звучит, а по сути это та же самая покупка газа на территории Европейского Союза, которая осуществляется и в данный момент. То есть принципиально никаких отличий не будет. Ну, разве что, может быть, будут гарантированы какие-то объемы более или менее стабильные, по которым будут подписаны соглашения. Вопрос, в чем эти соглашения будут отличаться от тех соглашений, которые подписывались
году так в 18 но это ладно, это мы даже в эту седую древность не будем углубляться, потому что, знаете, кто старое помянет, тому глаз вон. Ну, тем более это были другие компании, кстати, где они. Это были другие люди у власти, в общем, совершенно другое время. Не надо туда смотреть, не надо вспоминать об этих соглашениях. Ну, было и было, что бухтеть. Вот, теперь будут новые соглашения, обязательно газ пересечет границу и все такое прочее. Сейчас действительно импортируют газ из Европейского Союза. Поставки из Европейского Союза где-то там 150-190 миллионов кубических метров в неделю составляют. Это немало, это больше, чем было в самом начале 2025 года, но это вполне сопоставимо с теми объемами, которые, скажем, импортировались, по крайней мере, юридически импортировались в 2023 году. В 2023 году Украине пришлось импортировать примерно 800 миллионов кубических метров. Вот. Тогда, правда, шла речь о том, что, ребята, мы в этом году будем независимыми от импорта. Не получилось. В 2024 году, кстати, тоже были такие разговоры. Не получилось. В 2025 году пока таких разговоров, ну, по крайней мере, вот сейчас уже не слышно. Потому что, ну, все понимают. Даже если очень сильно пообещать, что в этом году мы больше импортировать не будем, но как бы итоги первого квартала прозрачно намекают, что вы уже немножечко импортировали. Прям самую малость. Так вот, в 2023 году импорт осуществлялся на пике. Когда надо было закачивать газ в подземные хранилища, импортировалось под 260 миллионов кубов газа в неделю, еще раз подчеркиваю, то есть это не суточный показатель, это вот за неделю суммарный показатель. Вот, сейчас импортируется меньше, где-то миллионов на 100, но, как бы лиха беда начала, может быть, еще и увеличат этот самый импорт. При этом и отборы из подземных хранилищ на Украине осуществляются повышенными темпами, то есть если в начале сезона отбора в подземных хранилищах Украины было где-то 8,5 миллиардов кубических метров, ну, постоянные читатели моего персонального телеграм-канала «Нефтегазовая игра» в курсе этих данных, если что, подписывайтесь. Так вот, где-то 8,5 миллиардов кубов было, к началу года уже где-то 5 миллиардов кубов было. То есть вот это 1,4 миллиарда кубов, которые сейчас наличествуют в подземных хранилищах Украины, вроде как достаточные до завершения отопительного сезона, но здесь возникает уже вопрос со стабильностью отбора, связанный с тем, что, ну, немножечко ломают газотранспортную инфраструктуру, ломают добычную инфраструктуру, ломают инфраструктуру газотранспортных узлов, включающих в себя мощности, за счет которых осуществляется поставка в общую систему газа, отбираемого из части подземных хранилищ. Ну, то есть есть подземные хранилища, из них газ поднимается, пускается в трубу, из этой трубы доходит до некого узла, и из этого узла дальше вот прокачивается потребителем. В общем, вот эти все истории, они немножечко приводятся в негодность, поэтому не только, ну, природно-климатический фактор, то есть, ну, просто теплеть начало, будет влиять на снижение отбора, но может и вот это силовое воздействие на инфраструктуру, в том числе подземных хранилищ, также снизить темпы отбора. Однако, тут мы вот к чему приходим. К сочетанию крайне неприятных для властей в Киеве факторов. Первый. Даже если сейчас, вот до конца года отберут самый минимум, и в подземных хранилищах останется 800 миллионов кубов, а то и целый миллиард кубов, то все равно придется восполнить хотя бы 7-7,5 миллиардов кубических метров. Ну, то есть текущая зима не была какой-то аномально холодной. Да, неприятно, но не аномально холодный. Каких-то заморозков пока что не наблюдается, хотя гарантий, в общем-то, никаких. Но вот, предположим, дальше будет тепло, замечательно, заморозков каких-то серьезных не будет, то есть температура там не будет до минус 5, минус 10 градусов опускаться. Все, тепло пришло, тепло зафиксировалось, и дальше будет только снижаться. Чисто технически, из-за отсутствия необходимости этого отбора, будет снижаться отбор газа из подземных хранилищ. Но все равно вам надо будет не меньше подготовить к следующему отопительному сезону, чем вы готовили к этому отопительному сезону. Потому что тут прям по краешку вы пробежали.
в подземных хранилищах Украины было накоплено газа к текущему, к завершающемуся отопительному сезону, было накоплено столько газа, сколько было потрачено в прошлом отопительном сезоне. Хотя, когда я говорю слово «потрачено», я не совсем точен. В чем именно? Точнее было бы сказать, отобрано было 8,5 миллиардов примерно в течение отопительного сезона 23-24 годов. В чем разница потрачено и отобрано? В том, что часть газа могла быть отобрана, чтобы экспортировать дальше, в соседнюю страну Европейского Союза, потому что этот газ был не украинский, этот газ был не резидентов. Какой-нибудь компании, допустим, компании Орлен, которая чисто теоретически могла воспользоваться услугами подземного хранения на Украине, потому что это дешевле, и часть газа хранить там, и отбирать его по мере необходимости, и, соответственно, вот отбор мы наблюдаем, но это отбор не на внутренние украинские нужды, а на нужды неких внешних покупателей, неких внешних игроков, которые не будут этот газ поставлять потребителям на Украине, они возьмут этот газ и используют у себя на территории, потому что, в общем, для этого они его на территории Украины и хранили. И завершая, замечу следующее, что с учетом текущей ситуации в Европейском Союзе, который будет провоцировать высокий уровень котировок, не обязательно они будут, но ситуация будет провоцировать высокий уровень котировок в Европейском Союзе, надеяться на то, что летом, когда, по идее, давайте мы больше газа будем импортировать. Летом, собственно говоря, логично, больше импортировать, закачать в подземные хранилища и отбор осуществлять, собственно, в отопительный сезон, как это и надо делать. Но надеяться украинскому руководству на то, что, летом котировки снизятся, и там мы 7-8 пропетляем, закупив побольше, это немножечко снизит давление ценовое на внутреннего потребителя, не вызовет каких-то аномальных социальных процессов, которые неизбежно возникнут, если вдруг вы будете давить на потребителя. За счет цен, за счет доступности газа, за счет взимания долгов, за счет отключения газа для неплательщиков и прочего, прочего, прочего. Вот. Пропетлять, скорее всего, не получится. Еще раз, да, это не надо воспринимать, как вот именно так и будет. Но я бы не рассчитывал на то, что летом цена газа будет настолько низкой и комфортной, что пропетляем. Скорее всего, нет, не пропетляете. И тем более, если уж мы говорим возвращаясь к компании ДТЭК, которая что-то там будет покупать в Соединенных Штатах, то, извините, пожалуйста, но при текущих котировках, при текущих ценах на этот энергоресурс, вам надо, по сути, закладывать, хотя бы $500 за 1000 кубов для потребителя простого. Хотя бы. Чтобы иметь возможность отбиться. У вас есть такая возможность? У вас есть такие ресурсы? У вас это у потребителей. У вас есть такие ресурсы? $500 на 1000 кубов? Нет. Если есть, то хорошо. А если нет, то за ваш счет попытаются пропетлять. Получится ли у них пропетлять? Я сомневаюсь. На этом, дорогие друзья, пожалуй, и все. Александр, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на Александра Фролова в Телеграм. Все ссылки будут в комментариях и закрепленном сообщении. Там же будут реквизиты для желающих финансово помочь нашему проекту, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, всего хорошего. И подпишитесь на телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и телеграм-канал «Инфотек». Все, всего хорошего. До свидания.